И снова здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики и просто гости нашего канала. И вот у нас сегодня в ремонте вот такая штука. С первого раза и не поймешь, что это. Это достаточно редкий гость в наших широтах. Аккумуляторный прожектор, сценический так называемый пар-светильник. Из заявленных неисправностей включается, но не показывает табло. Вот мы его включили, он что-то моргнул. Показывает, что аккумулятор у него еще более-менее заряжен. Это канал беспроводного DMX протокола. Он работает как по проводам, вот у него есть вход-выход, так и беспроводной, встроенный уже с завода протокол DMX. Никакие кнопки не работают, там какие-то сегменты загораются. Короче, говорят, что если часто щелкать вот этим выключателем, то он может начать показывать, и раньше и пощелкаешь им, он работал, а потом пощелкаешь, он показывает, но на кнопки не реагирует ни на какие. Давайте, может, попробуем пощелкать его. Удастся ли включить? Ага, вот он, запустился экран. Но никакой реакции нету. Ни на какие кнопки ничего не реагирует. Вот так. Так, ну разбираем, смотрим, что тут у нас, из чего это все сделано. Так, четырехсегментный экранчик стандартный для любых китайских световых приборов, кнопки управления, микрофон для работы в режиме звуковой активации, лампочка WideMX, кнопка выбора канала WideMX. С другой стороны, платы тут поинтереснее. Так, это вот непосредственно сама плата беспроводного DMX, а это вот шлейф пошел, скорее всего, на инфракрасное управление. Эта штука сейчас с пульта с маленького управляется. Так, 3 провода, но это физические разъемы DMX. Вот этот разноцветный шлейф, это пошел он, скорее всего... ну да, вот они. Дроссели, конденсаторы и ключи. Они идут на диоды. Так. Вот это основное питание, подписано Power. И вот это вот что-то идет. Что это? Ну это обычный китайский индикатор уровня заряда аккумулятора на 12 вольт, скорее всего. Какая тут у него? Да, индикатор PCB, плата. Он нам не интересен, но он работает. Можно вообще отключить его. Так, ну давайте включим его из такого состояния. Посмотрим, что будет. Ну, включился, да, индикатор работы WideMX. Тут он показывает заряд, но не запускается сама плата. Ну что ж, давайте анализировать, разбирать дальше, смотреть, что там может быть. Так, ну проверили вот эти конденсаторы. Где-то не натворился. Все нормально, тут нормально. Тут на выходе преобразователя напряжения есть. Все. Надо прежде всего понять, работает ли сам по себе прибор. Заказчик говорит, что он работает. Но, как вы знаете, верить нельзя на слово. Поэтому давайте вот его включим. Ну, включился. И с помощью пульта, вообще есть вот у нас такой пульт от него, проверим работоспособность. Ага, синяя сработала, зеленая, красная, оранжевая, что тут, эмбер, янтарь, ультрафиолет, белая. Да, парик работает. Applied, извините меня. Парик работает. Значит, дело просто в отсутствии индикации и реакции на кнопки. Так, ну давайте разбираться непосредственно с тем, что установлено на плате. Так, ну давайте смотреть, что у нас. Вход питания.
Так, и сразу же у нас стоит DC-DC преобразователь XL1507. Вот он у нас стоит. У него вот на этой ноге должно быть 5 вольт. 5 вольт есть. Дальше DC опять же преобразователь AMS 11117. У него тоже должно быть 3 вольта на выходе. 3,3 вольта у него есть. Ну вот это у нас, так скажем, сердце для прибора ARM. Процессор 32-битный, но, как мы поняли, прибор работает, поэтому дело явно не в нем. Но это не точно. Еще у нас есть вот такие вот замечательные, вот их 2 штуки. Это преобразователи уровней 6517. Непосредственно здесь они отвечают за протокол RS-422. Он же так называемый DMX. Они используются в качестве DMX контроллеров здесь. Видите, один идет с беспроводного блока, а второй идет непосредственно сразу с проводного входа. Так, давайте дальше. Инвертирующий триггер Шмидта. О, это такая замечательная вещь. Одновременно это как бы и компаратор, и RS-триггер. Так, ну и самый последний, но не по значению элемент, это вот эта микросхема TM1650. 1650. Вот она, кстати, вот этими 5 вольтами и питается. Да. TM1650 это контроллер сегментного экрана и плюс еще контроллер кнопок. И вы чувствуете, как в воздухе повисло некое напряжение? Потому что у нас не работает экран и не работают кнопки. Поэтому основной подозреваемый в деле найден. Скорее всего, это именно вот эта микросхема. Она как бы ходовая, везде, где есть экран, везде стоит она. Давайте ее поменяем сейчас на что-нибудь. Сейчас в трупах откопаем где-нибудь что-то подобное и поставим. Так, ну вот запаяли микросхему. Вот старая у нас. Давайте, еще даже вон паяльная станция не остыла. Очень хочется уже скорее проверить. Ну, включили мы его все-таки, и вот такую хрень он теперь нам показывает. Сейчас попробуем обратно поставить родную микросхему. Если что-то изменится, то ну... Здесь наши полномочия, все. Да, я думаю, что мы решим все-таки этот вопрос. Короче, что-то подумалось мне, а почему мы начали с самого сложного? Ну, скорее всего, потому что кнопки у нас не работали. Давайте попробуем поменять экран сначала. Вот он тут выпался с пистоном прям. Но это ничего страшного. Давайте найдем такой и попробуем поменять экран просто. Вот у меня есть тут набор Arduino. Вот он непосредственно Arduino Uno. И где-то здесь был именно 4-сегментный экранчик. Сейчас его поставим и проверим. В конечном итоге нам так ничего и не помогло. Но давайте теперь посмотрим, есть ли проблема не в выводе с этой микросхемы, то возможно проблема во вводе. И согласно даташиту вот этой микросхемы, вот это питание, а вот это 2 ввода цифрового сигнала. И путем нехитрой прозвонки вот этого микроконтроллера они приходят прямехонько в него. То есть они больше нигде там, никаких конденсаторов, никаких резисторов нету в обвязке. Сигнал цифровой с процессора идет сразу вот на микросхему экрана и клавиатуры. И вот он, видимо, то приходит, то не приходит. Поэтому что мы сделали? Мы просто взяли на себя смелость
разобрать точно такой же прибор. И поменяли местами процессора. То есть вот сюда поставили заведомо исправный процессор. И теперь давайте посмотрим, помогло ли нам это. И нам это помогло. Да, вот все. Меняются режимы. То есть мы можем сделать из этого какой вывод? Что проблема оказалась вот в этом вот контроллере. Но это прям проблема, да. Да, это проблема, потому что помимо того, что это контроллер, он же еще и содержит и программу, которая в нем прописана и управляет всеми вот этими ключами и всеми вот этими лакомыми вещами, которые имеются на борту этого замечательного прибора. Прибор на самом деле работает, выполняет свои функции, но только в одном режиме. Что-либо поменять на нем невозможно. Вот она, маркировка этого процессора. Так, ну что ж, у нас есть два выхода. Либо заказывать такие новые контроллеры, сливать прошивку исправного контроллера и заливать ее в новый. Или просить поставщиков отправить нам уже прошитый такой контроллер. Не знаю даже, что лучше. Сейчас давайте попробуем написать на китайский завод. Почему бы и нет? Мы же писали разработчику замечательного датчика Trigmic. Давайте напишем и китайцам, что нас останавливает. А хуже же-то уже не будет. Давайте тогда пока все это собираем. Этот не пригодился. Собираем, откладываем в долгий ящик и буду держать вас в курсе. Очень хорошо, что владелец этих приборов покупал их непосредственно с китайского завода, Бузлайкинг называется он. Он мне дал номер менеджера, с которой связывался. Я написал ей в WhatsApp, объяснил ситуацию. Они сначала долго не могли понять, что я, кто я и для чего я у них это прошу. Ну, а просил я у них прошивку для чипов или хотя бы вот эти самые чипы процессора. В конечном итоге я прислал им фото, видео, подтверждение того, что действительно приборы не работают. Каким образом они не работают, вернее, один из них. Они почему-то решили, что у меня два сразу не работают. Скорее всего, сказали сложности перевода. Ну и они согласились выслать на имя владельца материнские платы в сборе, аж 2 штуки. Вот, очень долго они ехали, больше месяца. В конечном итоге он получил их и отдал мне. Вот и вся история, по сути. Та-дам! Спустя какое-то время к нам наконец-то приехала посылка замечательной транспортной компании вот с таким сложным вот названием. Так, ну что ж, давайте производить анпакинг, как говорится, и смотреть, что приехало. Вот. Китайцы очень любят все упаковывать вот в эти мешки почему-то. Где они их берут, я не знаю. Так, ну давайте откроем коробку. Что у нас тут есть? У нас тут есть... Они прислали аж 2 платы. Представляете? Давайте вытащим одну. Хотя бы. Вот китайцы, конечно, блин. Молодцы. Нам нужна была только вот эта микросхема. Ну или прошитая микросхема. Они вот полностью всю плату в сборе нам прислали. Точно такая же. А сейчас мы достанем и сравним их. И теперь у нас этих плат от данного вида приборов аж 3 штуки. Это вот изначально была исправная, с которой мы снимали процессор, перепаивали на неисправную. И 2 абсолютно новые. Я их подписал на всякий случай. Чтобы не перепутать, давайте какую-нибудь из них поставим и проверим. Ну что ж. Подцепили новую плату. Надеюсь, ничего я не перепутал. Давайте включать. Угу. Вам, наверное, не видно. Вот так вот. D001. Настройки этой платы по умолчанию стали.
D003 давайте поставим. Так, ага. Так, а как у нее с работоспособностью в целом? Где мой пульт? Ага. Ну, вроде все работает. Давайте теперь соберем его. Раз у нас не получилось такого уж особо выпуска про ремонт, поменять плату большого ума не надо. Поэтому давайте просто погоняем эти приборы. Вот в этом стоит новая материнская плата. Этот прибор подключен у нас к DMX пульту по беспроводному протоколу WiDMX. Вот он, передатчик. А этот подключен по кабелю. Идет DMX in. Ну вот сейчас посмотрим. По идее они должны работать одновременно и абсолютно синхронно. Так, насколько я помню, первый канал это яркость. И вот пошли R красная, G зеленая, B синяя, белая white. Это у нас Amber. Замечательный, яркий, красивый янтарный цвет. Какая прелесть. Ну вот и ультрафиолет. Так, и следующее, насколько я помню, ну это стандартные каналы для LED-паров. Следующее должна быть, по-моему, строп. Да, строп. Вот мы включили белый и строп. Можем включить красный строп. Да, замечательно. Так, ну и давайте перейдем теперь на вторую страницу. Так, вот это какие-то авторежимы. Да, авторежимы и скорость вот этих самых авторежимов. Ага. Уменьшаем, скорость меньше. Да, вот такие вот замечательные приборы у нас есть. Работают как по беспроводному DMX, так и по проводному. Еще и плюс раздают после себя, так скажем, этот вот сигнал на следующий прибор. То есть вместо этого можно подключить абсолютно любой другой прибор, и он будет получать сигнал от DMX без проводов. И все это будет работать. Очень здорово придумано, конечно. Хорошо реализовано. Прикольные, конечно, девайсы. И китайцы молодцы, конечно, такая поддержка. Прям платы шлют, не дробя. Ну что ж, я думаю, на этом все. Можно отдавать заказчику. И радоваться тому, что все работает.